Город Абакан, столица Хакасии, численность населения 186 800 человек, расстояние до Москвы 3390 километров. Добраться можно на самолете, на поезде, и через Абакан идет федеральная трасса Р-257 из Красноярска в Туву, к границе с Монголией. Город стоит на берегах живописной реки Абакан, в южной части Минусинской котловины. Республика Хакасия граничит с Красноярским краем, на юге с Республикой Тыва и Республикой Алтай, а на западе с Кемеровской областью. Заселение территории Хакасии началось в эпоху Палеолита. Самое раннее поселение человека разумного на территории Хакасии было 30-35 тысяч лет назад. Там были найдены сверленые украшения, обработанные резцами. В 1675 году на месте современного города был построен Абаканский острог. Именно его можно назвать первым поселением. Затем на этом месте появился поселок под названием Усть-Абаканское. Его история уходит далеко в прошлое. Поселения близ реки Абакан известны с эпохи бронзы. У подножья горы Самохвал, что находится в Абакане, располагалась Гунская каменная крепость. В первом веке до нашей эры для плененного китайского полководца был построен дворец Ли-Лина. Население Абакана около 70% русских, остальные хакассы и другие национальности. На традиционных шаманских культурах основано почитание неба, огня, земли, воды, материнства и культура предков. Но сейчас основная официальная религия – это православие. Абакан – город парков, скверов и аллей. Среди достопримечательностей Абакана – стелла Лорам. Если въезжать в Абакан со стороны аэропорта, она символизирует истинно добрую, гостеприимную Хакасию. Фонтан перед драматическим театром, памятник Александру Сергеевичу Пушкину в городском сквере между улицами Хакасская и Пушкина. И там же есть герои пушкинских сказок, памятник олимпийскому чемпиону Ивану Ярыгину и фонтан в форме олимпийских колец рядом с ним. У меня, кстати, есть видео о том, как мы гуляли в поселке Сизая на малой родине Ивана Сергеевича. Там удивительно красивые места, и очень советую вам посмотреть это видео. Невозможно пройти мимо храма в честь равноапостольных Константина и Елены, покровителей семьи и брака. У него много архитектурных особенностей. Очень эффектно выглядит его фасад, расписанный в виде цветной шахматной мозаики. Так расписан один из храмов Троицы-Сергиевой Лавры. Традиция старорусского зодчества была продолжена и в Абакане. Центральный купол снаружи украшают 8 икон, расположенных по кругу. Интересной особенностью внутри храма пятиярусный иконостас. Наиболее популярные городские парки – Преображенский, Черногорский, Комсомольский и Орленок. Парк с аттракционами для детей. Также в Абакане имеется и свой зоопарк. Одним из главных парков считается топиарный парк «Сады мечты». Появился он на территории Преображенского комплекса. Здесь собраны самые разные растения, неожиданные скульптуры. Парк разделен на 12 разных по стилю садов. Каждый из них имеет собственный стиль. Есть здесь и сад детских улыбок, журавлиное озеро, японский сад, где, кстати, весной цветет сакура. Все они оформлены различными скульптурами античных богов, богинь, героев мифов. И размещено все это на 1 гектаре.
А еще советую съездить на смотровую площадку гора Самохвал или Иртак, мужская гора. Издревле является сакральным местом. На горе были найдены захоронения древних воинов эпохи Средневековья. Тут был открыт мемориал. В центре площади установлен памятник древнему воину в доспехах. Вторая площадь названа площадью торжеств и ритуальных церемоний. Туристам, которые интересуются историей, стоит посетить Хакасский национальный краеведческий музей. В нем представлены коллекции, в которых запечатлена история Хакасии от доисторических времен до наших дней. Находки, обнаруженные археологами и собраны этнографическими экспедициями в процессе исследования окрестностей Абакана и Южной Сибири в целом. Про музей у меня есть отдельное видео, так как первое государство на территории Южной Сибири возникла в IV-III веках до нашей эры, и история этой земли полна находок. В этот раз мы в Абакане были проездом, туда и обратно. И по дороге туда прогулялись по улице Пушкина, сходили в краеведческий музей. А на обратной дороге из Саяногорска в Красноярск у нас было несколько часов, и мы пошли гулять по проспекту Ленина. Я заметила, что многие вывески дублируются на хакасском языке также, а вот, например, лет 10 назад таких табличек я не встречала здесь. Нас порадовало то, что в Абакане много магазинчиков и киосков со вкусным недорогим мороженым плавится. У нас в Новосибирске этот производитель недавно и редко встречается пока что. Ну а здесь он, похоже, монополист. Кругом только этот бренд, но это и к лучшему, ведь качество у них хорошее и вкусное. Гуляя, мы зашли в парк Орленок, дочке очень понравилась площадка с героями сказок. А я удивилась, когда узнала, что этот парк был заложен в 1932 году и имеет свою историю. Я люблю такие места. Сейчас пойдем прогуляемся по центру и поедем в Красноярск на поезде. Из Красноярска потом уже Новосибирск. День погуляем там и в Новосибирске побудем. Вот сейчас были в Саяногорске, сейчас в Абакан, Красноярск и Новосибирск. Вот наш маршрут в ближайшие 2 дня. Прогулявшись по проспекту Ленина, заметили много розовой архитектуры. С чем это связано, непонятно, но, по-моему, очень ярко, позитивно и трендово. На фоне таких домов и сооружений здорово выкладывать фоточки в Инстаграм. Потом мы дошли до монумента славы. Завечная огнем скульптура русского воина и воина Хакаса, идущих в атаку. Там около монумента славы совсем близко железнодорожный вокзал. И мы направились сразу уже к вокзалу и стали дожидаться нашего поезда. И поехали в Красноярск. Так как билеты я заранее никогда не покупаю, такая у меня особенность, я обычно приобретаю их за день до отправления. И в этот раз, конечно же, не повезло мне с хорошими местами. Напрямую поезд из Абакана до Новосибирска. Пришлось ехать с пересадками
сначала до Красноярска, потом уже из Красноярска в Новосибирск. Оно и к лучшему, ведь мы ничего не потеряли, но многое приобрели. Погуляли по Красноярску, посмотрели город в очередной раз. И у меня об этом тоже есть видео на канале о Красноярске. Советую посмотреть. Билеты нужно покупать заранее. Самый сезон август. Я даже за 34 дня не смогла купить нормальные места, нормальные билеты. Ну, зато прокатимся до Красноярска. Как житель мегаполиса я могу сказать, что гулять по Абакану удивительно приятно, спокойно, людей на улицах немного, все кажется рядом, расстояние короткое, люди здесь неспешно идут, машины едут не быстро, светофоры горят по 30 секунд, что для меня удивительно и для города, мне кажется, это роскошь. И сколько бы я здесь ни бывала, здесь ни разу не попадалась мне плохая погода. Я всегда помню Абакан солнечный. В общем, Абакан и Хакасия у меня всегда вызывают теплые воспоминания. А если вам понравилась информация и вы узнали что-то новое для себя, то поставьте мне лайк и оставляйте свое мнение в комментариях. Подписывайтесь, чтобы не упустить новые, еще более познавательные и интересные видео от меня. Спасибо вам за внимание.